Привет, мой дорогой друг. Сегодня мы познакомимся с продолжением истории «Бэтмен Готэм в газовом свете» под названием «Бэтмен. Властелин будущего». Пишет все это дело также ныне почивший Брайан Августин, а вот рисует в данном случае Эдуардо Барретто. История Бэтмена с Земли-19. Ну что ж, пора начинать. Меня зовут Мортон. Приятного просмотра. Начнем с того, что с момента событий Готэм в газовом свете прошло 11 месяцев. Комикс открывается видом на пещеру и костюм Бэтмена. Происходит закадровый диалог между неким Тедди и Брюсом Уэйном. Думаю, наступает время, когда нужно заняться этим важным делом – жизнью. Взрослый муж должен оставить позади идеалистические устремления юности и принять суровую реальность. «Старина Брюс, это время уже пришло». Будучи детьми, мы строим планы, принимаем по-детски серьезные решения, попросту не выдерживающие веса ответственности. «Ну, так и есть, Брюс. Когда мне было 12, я хотел быть охотником на крупную дичь». «Верно, Тедди. Многие ли из нас действительно становятся теми, кем хотели бы быть в детстве?» «Слушай, я наконец-то оставил далеко позади свои детские планы и намерения. Отныне просто трезвые взрослые мероприятия, да и только. Хотя время от времени я все еще хочу вернуться в то время. Хотя я уже вернул себе былое этой авантюрой». Тедди и Брюс все это время вели диалог у ринга, где проводятся кулачные бои. Далее, события, конечно, особого смысла не имеют. Авторы комикса просто лишний раз проговаривают нам, что вот он, Брюс Уэйн, он готов помочь другу не потерять крупную сумму денег из-за весьма жуликоватого распорядителя боев и сам выходит на ринг. Он готов сразиться с огромным мужиком. Он ничего не боится, он человек без страха, он сорвигл. Ну вы поняли, да? Естественно, Брюс его побеждает. Тут же мы узнаем, что у Брюса есть невеста, Джули Мэдисон. Иногда мне кажется, что Джули нравится более лихой тип парней. И здесь мы чуть-чуть возвращаемся назад во времени, по крайней мере благодаря рассказу Джули Мэдисон. «Говорю тебе, Мэдди, я встретила Бэтмена». «Джули, честное слово, ну ты и накрутила». Оказывается, что в ту злополучную ночь на нее, сестру Баршоу и доктора Гилмора напала банда грабителей. Брюс успел вмешаться в нужное время. Он лихо опрокинул каждого из банды. Как говорит сама Джули, он не проронил ни слова, ринулся в бой. Жестоко и очаровательно. Действовал точно, продуманно. Выглядело как отработанный танец. Ловко, но это не танец. Конечно, он справился. Еще и пафосно и мощно так ушел с места событий. И да, судя по этому фрейму, Брюс оставляет что-то вроде визитки. Джулия, конечно, не была так сильно напугана образом Бэтмена, как это, к примеру, происходило с другими. Она сумела разглядеть в нем не монстра, вампира или любое другое существо, а конкретно человека и весьма особенного. Человека, что нужен этому городу, так как будущее близко. На дворе 1892 год, нужен страж. Тот, кто убережет людей от пропасти, уведет подальше от бездны, но он исчез. Да, тут мы узнаем, что Брюс в какой-то момент после смерти дяди Джека снял свой плащ и ушел на покой. Тем временем Джеймс Гордон уже в статусе комиссара рефлексирует о Бэтмене, мол, появился из ниоткуда, помог раскрыть страшнейшие преступления города, а теперь, когда в нем нуждаются, он исчез? И на столе Гордона есть афиша. Выставка американских открытий, которая, как оказалось, инициирована новым мэром, бывшим комиссаром Толивером. Из-за данной инициативы есть шанс, что в Готэм повалит огромное количество людей со всего света, а с ними и карманники, жулики и другие мастера преступных дел. Джеймс опасается, что полиция с такой нагрузкой не справится. Поэтому ловкие руки линчевателя здесь бы пригодились. Брюс же подвергается общей тенденции. Все рефлексируют, вероятно, сказал себе,
так и я не промах, тоже думать могу. И начинает мучить Альфреда с вопросом: а что, мы уже все, да? Мы закончили нашу линчевательскую деятельность? Пенниворт подтверждает: ну, собственно, да, мастер Брюс. Вы поймали убийцу своих родителей, что вам еще нужно? И как бы да, цель Брюса, как и он сам проговаривает, просто отомстить за своих родителей. За 18 месяцев, помимо достижения поставленного, он также успел усомниться в праведности этого крестового похода, а оттого и такая ситуация вместе с Альфредом и образовывается, ну, что поделать. И как бы Брюс проговаривает действительно верную вещь. «У меня завтра важная встреча, ты прав, Альфред. Да и в целом здесь есть чем заняться. Двигаться дальше, жить без Бэтмена и...» Как бы да, он может спокойно справляться посредством своих накоплений, опыта и знаний, но как у нас это бывает? Герой шел на покой, сразу начинается какой-то мрак, так и здесь он. Вот голос за кадром, как раз. Чудный город, не так ли, Антонио? Довольно впечатляющий. А вообще, остается молиться, что мне не придется уничтожать город по их вине. Далее, видимо, в здании мэрии некий мистер Коди пытаются попасть на эту ярмарку будущего. Обозначим ее так. И... ну как некий. Это Буффало Билл, реальная историческая личность. То есть первая халявная камео в этой истории, кстати. Но тем не менее, попасть он пытается путем спора с мэром Толивером. «У меня шоу в стиле Дикого Запада! Они приносят хорошую чистую прибыль! Ну, пустите!» Толивер против, потому что эти шоу Дикого Запада, по его мнению, чествование варварского прошлого нации, нежели славного будущего, о котором и должна идти речь. Безусловно, это вызывает всплеск эмоций у других чиновников, потому что, ну как бы деньги, капитализм, все, что приносит прибыль, весьма полезно, а разоряться в масштабах города весьма безрассудно. Толивер же, если так вчитываться в комикс, на самом деле хорошую идею транслирует. Выставка точно окупится, у людей будет работа, а самое главное, мы покажем всему миру, что Готэм смотрит в светлое будущее. И на этом его прерывает выкрик со стороны. «Глупец!» Некто, косплеющий юного капитана Крюка, решает возразить всем доводам мэра. «Вы, люди, не знаете ничего о будущем. Вы празднуете лишь грезы наяву. Ваше будущее, в которое вы хотите окунуться, фикция, ложь. Вы, идиоты, мечтаете о двигателях, что загрязняют воздух, фабриках, что разрушают акватории, и называете это прогрессом? Глупцы!» Какой-то Рассальгул на минималках, если честно. Но это Александр Леруа, властелин будущего, человек завтрашнего дня. Вот мои условия. Назовите меня властителем вашей выставки, вашего города, и он будет спасен. Не придадите значения моим словам, и тогда я ударю силой солнца и спалю вас и этот город дотла. Толивер в шоке. Один из чиновников весьма скептичен, другой же напуган, а вот для Брюса это занятная задачка. Но мэр берет себя в руки и спускает с цепи полицию. Но Александр спешно сбегает, выпрыгнув в окно. Появление Леруа спровоцировало еще больше сомнений в целесообразности всей выставки, но Толивер не преклонен. Он убежден, что мероприятие обязательно состоится, ведь один сумасшедший не может все испортить. Тем временем Брюс обедает с Джули. Он выражает и небольшую обеспокоенность насчет происходящего, ведь в угрозах Александра, по его мнению, читалось нечто странное. Мисс Мэдисон же убеждена, что лишь один человек справится с ним, и это, конечно же, Бэтмен. Следующий диалог по факту просто сетап для того, чтобы сомнения Брюса между надеть плащ или же оставить позади личность линчевателя ушли именно в первый пункт. Джули подмечает, что, может быть, Леруа и не так опасен, но есть и огромное количество других угроз и просто маньяков, что способны навредить обычным жителям. Городу нужен кто-то, кто сможет всех защитить. Чемпион настоящего момента, как она выражается. Что ж, Антонио,
Я отправляюсь на встречу с нашим партнером. Услышать, каким будет ответ. Часть меня надеется, что они ответят «нет». Я действительно люблю, когда все пылает. Далее происходит диалог между неизвестным и Александром, в рамках которого мы узнаем, что есть некий договор, который, видимо, сам Леруа и предложил. Хотя на самом деле мы итог узнаем только в конце. Однако почему можно подумать, что вот именно Леруа и предложил все? Александр убежден, что именно он наделен исключительным и абсолютным видением, которое говорит об ужасном завтрашнем дне. Именно он обладает четкой картиной темного пути, по которому человечество следует, и именно он способен всех направить. Если я должен разрушить, чтобы преподать урок, так тому и быть. И отстраиваясь заново, они вспомнят, они научатся. Все это крайне легко узреть, особенно тому, кто проводит свою жизнь в облаках. А теперь я вынужден уйти, мне предстоит еще несколько недель работы. Au-revoir. И на этом он эффектно улетает на своем дирижабле, ага. И у нас таймскип. Выставка практически организовалась. Голос за кадром. Что ж, я был прав. За прошедший месяц мы ничего не слышали об этом Леруа. Похоже, он все-таки был простым психом. Происходит встреча комитета по планированию. Толивер показывает и рассказывает, что, где и как находится на территории этой ярмарки будущего. И в какой-то момент мини-экскурсии внимание мэра привлекает нечто странное. Это клоунская заводилка. Скажем так, она направляется аккурат в сторону мэра, сбрасывает балласт в виде своего корпуса и начинает стрелять. Это была замаскированная турель. Брюс успевает увести Толивера с линии огня и спрятаться за большим ящиком. В опасности все, и действовать надо здесь и сейчас. Взяв металлическую трубу, Брюс метает ее, словно копье, в это орудие смерти и останавливает. Толивер, конечно, вместо «спасибо» успевает Уэйна еще и обвинить в неосторожности, но все же не это важно. Руперт, один из чиновников, находит в голове клоуна записку. «Меня проигнорировали. Город сгорит. Вы умрете». Подпись «Властитель». Гордон и Руперт подмечают, что пренебрежение словами Леруа было лишним и, наверное, стоило бы прислушаться, но мэр убежден в обратном и приказывает направить на охрану всей выставки больше полицейских, лишь бы все состоялось. Уэйн согласен, что Александр – безумец, а Гордон еще раз замечает, что если бы Бэтмен не исчез, то все было бы куда спокойнее. Это приводит к тому, что Брюс уже не просто сомневается, а он убежден, что вернуться необходимо. Быть может, Гордон прав? Поручить безумцу схватить безумца? Как там сказала Джули? В новом жестоком столетии миру нужен чемпион, кто сможет справиться с ужасным будущим, и это я? Свои интересы я удовлетворил. Возможно, пора подумать и об обществе. Что скажешь, старый друг? Стоит ли поднять тебя из мертвых для достижения общего блага? Сэр, вы здесь? Внизу? Сэр, я везде искал. О боже. Нет. И мы видим, что да, Бэтмен вернулся всецело и полностью. Гордон читает газету. Готэм Гардиан. Выставка открывается сегодня. Мэр возглавляет церемонию открытия. Мэрия отрицает угрозы в адрес выставки. Толивер идиот. Как, по его мнению, мы должны защищать его выставку? Джим наконец-то осознает, что Леруа говорит серьезно, что он уже, впрочем, и продемонстрировал. Толивер в преддверии открытия готовится, прихорашивается там. В такой прекрасный день что может пойти не так? Не о чем переживать. И в этот момент вырывается Александр. Ты снова недооценил меня, глупец. Это был последний раз. После такого ты научишься воспринимать меня всерьез. Леруа держит свое слово.
и Александр убивает подручного Толивера. Мэр в ужасе, он молит о пощаде, однако в планах Леруа не убить Толивера, а лишь раскрыть глаза, научить, как он выражается, и они отчаливают на прибывшем дирижабле. И это дом среди облаков, со слов Александра. Главный салон, капитанский мостик и открывающийся сказочный вид на Готэм. Однако в первую очередь нас наконец-то знакомят с Антонио Дьяволо, механический помощник Александра, проще говоря, робот. И теперь они направляются на выставку, на которой открытие уже идет полным ходом. Приехали крупные гости, чиновники, меценаты, фоном играют музыканты на скрипках. Все как и полагается для такого пышного и весьма крупного мероприятия. Главные критики Толивера же не согласны с размахом, потому что напыщенно, властно, пустая трата денег, но гостям, видимо, это нравится. Тут второе, кстати, халявное камео, дамы и господа, Томас Эдисон, разработавший одну из первых коммерчески успешных ламп накаливания, изобретатель, предприниматель и в целом достаточно интересная личность. Гости обеспокоены тем, что Толивер как бы опаздывает, однако их отвлекает некое жужжание. «Что ж, а вот и твоя хваленная выставка, господин мэр. Сколько места заняла? Должен признаться, вопреки ожиданиям, я впечатлен. Но под впечатлением я или нет, неважно, верно? Речь шла об уроках, так? Да, пришло время тебе кое-что усвоить. Подойди, урок начинается. В нашу последнюю встречу я сказал тебе, что выставка — оскорбление всему разумному. Я сказал тебе, что как дань уважения моему высокому интеллекту ее нужно отменить, и все же вот она. После чего я обещал, что спалю твой город дотла, и я это сделаю. О, да, действительно, я так и сделаю. И Леруа собирается запустить свою солнечную линзу. Мэр Толивер пытается торговаться, но это бесполезно. Время вышло. «Время полыхать», — проговаривает Александр и нажимает кнопку запуска. Смертельный механизм приведен в исполнение. Мэр умоляет этого не делать. Брюс наблюдает за тем, что происходит, и понимает, что грядет нечто ужасное. Джули также обеспокоена, но сделать они, конечно, ничего не успевают. Дирижабль выстреливает лучом аккурат в главное здание выставки, и оно начинает полыхать ярчайшим пламенем. Люди в ужасе разбегаются, пытаются спастись. Мэр также в ужасе. Он предлагает все, что угодно, лишь бы этот кошмар закончился. «Ох, мне больше нечему тебя учить. Ты должен вернуться к своей пастве. Идем. Ты им очень нужен в эту минуту. Будет лучше, если ты поторопишься к ним, верно, да?» И Леруа сбрасывает мэра с огромной высоты. Чиновники все приговаривают. Где же Толивер? Ему бы пора уже появиться. А он и держит свое слово, он появляется. Разбивает с собой стеклянную крышу и падает аккурат в толпу этих меценатов, чиновников и других людей. Весьма страшная смерть, если честно. Брюс же в какой-то момент хаоса и суматохи теряет из виду Джули, начинает ее искать. Затем отвлекается на дирижабль Александра и пытается найти способ добраться до него. И он находит что-то вроде дельтаплана. Альфред наконец-то находит Брюса в этой суматохе, чтобы передать ему самое важное — кейс, в котором лежит костюм Бэтмена. Тем временем хаос постепенно набирает обороты, превращаясь во волну нестерпимого ужаса. Гордон лишний раз убеждается, что Леруа сущий монстр, но надо действовать. Он перехватывает полицейского и перегруппировывает силы на помощь тем, кто в ней нуждается, а также запрашивает подкрепление. Всех, кто только доступен и может помочь. Лишние руки здесь явно не повредят. Прибывшие пожарные трудятся на все 110%, из-за чего не обращают внимания на просьбы ребенка о помощи, но благо рядом оказывается Джули Мэдисон.
Она спешит к горящему помещению, находит дитя, укрывает собой, и вокруг начинают падать истлевшие части здания. И, казалось бы, надежды уже нет, и они неминуемо погибнут, но на помощь приходит фигура в плаще летучей мыши. Брюс успевает спасти и ребенка, и Джули буквально в последние секунды. Обменявшись любезностями, Брюс спешит к дирижаблю, где, свесившись на веревочной лестнице, Леруа пожинает плоды своей работы, глядя на тот ужас, что он сотворил. Конечно, он понимает всю ответственность того, что он сделал, но с его слов это необходимое зло. Брюс взбирается на вышку фуникулера, после чего на тросе тянет на вершину дельтаплан и уже с вышки направляется аккурат к дирижаблю. Горячий от пожара воздух помогает ему набрать высоту. И он сравнительно быстро нагоняет Леруа. И, казалось бы, Брюс уже упускает свой шанс зацепиться за веревочную лестницу, но ему это все-таки удается. Как, конечно, интересно все он делает в последнюю секунду, это главная его суперспособность, по всей видимости. Ну ладно, окей. Александр же думает, что все, ему удалось улизнуть, но Бэтмен считает иначе, и они вступают в схватку, причем весьма неравную, потому что у Александра есть шпага. Брюс использует окружение против своего противника с холодным оружием и кидает глобус, который сбивает Александра с ног аккуратно робота Антонио, сломав ему шейный механизм. Это очень сильно ранит Леруа, вот прям до слез. Антонио, Нон, ты убил его. Чудовище, ты убил моего единственного друга. Я убью тебя, Энгарде! И Брюс в этот момент, успевший ухватить для себя шпагу, вступает в уже более равный бой. Итак, ты думал остановить меня? Покарать меня? Этому не бывать. Ты вторгся в мое святилище, глупец. Здесь я непобедим. Это мы еще посмотрим, отвечает Брюс в этом весьма пафосном диалоге, и они взбираются выше по внутренней конструкции дирижабля. Бой продолжается, и ставки повышаются. Буквально один лишний шаг, один удар соперника, что может сбить с ног, может стоить жизни. Тем временем один из показателей дирижабля зашкаливает. Дошел до критической зоны, а бой продолжается, и Бэтмен, и Александр взаимно обмениваются ударами. Ха-ха, первая кровь за мной, а теперь перейдем к Куб де Гра. Будем считать это второй кровью. Сдавайся, Леруа, это не может продолжаться вечно. Глупец, победителю нет смысла сдаваться, Леруа не сдается. Тем временем показатели стремятся все выше и выше. Брюс же падает, но успевает по итогу ухватиться за цепь. Леруа, происходит что-то ужасное. Эта штука разваливается на куски. Не пытайся отвлечь меня разговорами. Ты идиот. Нужно убираться отсюда сейчас. Тебе не сбежать от меня, трус. Встреть свою смерть как мужчина. Брюс же подмечает, что газопроводы в перегрузке. Все. Это критический момент. Все сейчас взорвется. Но Леруа весьма твердолобый, и Бэтмен, понимая, что не сможет его спасти, уходит прочь. И это становится финальным аккордом. Леруа погибает. Дирижабль, охваченный пламенем, падает вниз. Альфред с ужасом наблюдает за происходящим, не зная, выжил ли Брюс или нет. Джули беспокоится за Бэтмена не меньше. Голос за кадром. Нам попросту повезло. Огонь распространился только в тех районах, на которые пришлось нападение. Пожарные потушили его прошлой ночью. Будущее Александра Леруа закончилось, так и не начавшись. К сожалению, 133 человека, мужчины, женщины, дети, тоже лишились будущего.
Один из чиновников подмечает, что раз Толивер мертв, то пора бы и баллотироваться в мэры, если, конечно, не вмешается другой чинуша, которого мы, кстати, ранее видели. Это Франклин Клейпол. И тот, оказывается-то, не чисто на руку. За ним приходит летучая мышь Готэма. И он спокойно сообщает, что да, он был сообщником Леруа. И далее раскрывается весьма незамысловатый план, в котором Франклин просто хотел получить денег от страховки от уничтоженного Леруа имущества. Обычная жадность. Комиссар Гордон собирается забрать господина Клейпола под стражу. И в целом-то все. А что же Джулия и Брюс? Все чудесно. Они мило беседуют, делятся своим мнением о том, что все наконец-то хорошо благодаря Бэтмену, и Джули ловит момент. Она рассказывает Брюсу, что знает его секрет. А как она это поняла? В момент, когда он спас ее и то дитя, она увидела его глаза, а глаза, которые она полюбила, уже ни с чем не спутать. Она готова и дальше поддерживать, вдохновлять и, конечно же, любить, несмотря ни на что. Ведь Готэму нужен Бэтмен. На этом история Бэтмена Земли-19, как ни странно, также не заканчивается. Мы обязательно вернемся к этому миру, но позже. Даже несмотря на то, что «Властелин будущего» как история был весьма посредственен. Но это уже вкусовщина, свое мнение можете оставлять в комментарии. Однако, обязательно следи за анонсами, а еще лучше подписывайся на канал и включай уведомления. Есть группа ВКонтакте, где я дублирую видео, и также есть телеграм-канал, где я дублирую видео и периодически пишу различные новости. Выбирай удобный способ отслеживать новые видео и подписывайся, если в этом есть необходимость. Также канал можно поддержать через Donation Alerts, перейдя по QR-коду, который вы видите на экране, и также с помощью Boosty, также QR-код на экране. Все ссылки, помимо прочего, дублируются в описании и в закрепленном комментарии. И да, большое спасибо за теплые комментарии. Отдельно хочу выделить пользователя Дашечка за поддержку канала на Boosty. Спасибо за просмотр, мой дорогой друг. Скоро услышимся. Пока-пока.